Всем привет, друзья! Как заменить трамблер? Ну или снять его и установить на место. Часто приходится трамблер снимать из-за вот этой уплотнительной резинки. Она пропускает масло, и ее нужно менять. Затем бывает, что датчик холла, разъем датчика холла не дает выставить зажигание пораньше, повернуть трамблер. Поэтому трамблер нужно вытаскивать и немного повернуть, чтобы было место для регулировки. Перед тем, как снимать трамблер, нужно совместить метки двигателя. Это метку ВМТ и метку ГРМ. На разных двигателях может отличаться. На моем двигателе метка ГРМ находится на шестерне. В моем случае вот за этим пластиковым кожухом имеется точка. Также метка может располагаться и с наружной стороны, напротив метки ОТ. Бывает или точка, или тоже метка ОТ. О чем говорит эта метка? Эта метка говорит о том, что оба клапана первого цилиндра находятся в закрытом состоянии, то есть на такте сжатия. Метка ВМТ или верхняя мертвая точка, в моем случае это 0 на маховике, говорит о том, что поршень первого цилиндра находится в самом верху, то есть в верхней мертвой точке. Снимаем крышку и вытаскиваем трамблер. Для того, чтобы установить трамблер, ставим бегунок по метке. И устанавливаем так, чтобы вот этот разъем датчика холла не упирался в блок. Значит, чтобы было место для регулировки. Устанавливаем так, чтобы какой-то промежуток был. Вот так. Вот эта вот часть должна входить в масляный насос. На трамблере ставим в район риски. Поворачиваем шток масляного насоса через отверстие, чтобы все совпало, чтобы бегунок не повернулся. И одеваем на шток масляного насоса. Вот так. Шток можно повернуть насколько надо, сколько угодно. Никакой роли он не играет. Роль играет поворот бегунка. У кого вот этой риски нет, ее можно сделать самому. Эта риска обозначает первый высоковольтный провод на крышке трамблера. Именно на этот провод смотрит бегунок. В общем, ставим вот в такое положение и ставим трамблер на место. Ставим так, чтобы хватило места для регулировки, чтобы вот этот вот разъем не упирался в блок двигателя. Вот так выставляем. Если не совпадает, шток масляного насоса надо немного повернуть, чтобы он вошел вот в этот паз. После установки, если это требуется, корректируем зажигание. Ну вот, в общем-то, и все. Одеваем провода, одеваем трубку и одеваем крышку.
Все на месте, пробуем заводить. Потом можно будет попробовать на ходу. Если что, можно будет подкорректировать зажигание. Ну что, друзья, все крутится, все вертится. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Сейчас я проеду, и если надо, немного подкорректирую зажигание на слух. Всем пока!